Хорошо. Есть ли профессии нежелательные для христиан? Prostitute? Проститутки? Проституция. Спасибо. One can think of some professions where it may be possible to participate, but where there is an extraordinary amount of corruption involved, so that if you are going to participate in it, you need to negotiate very carefully so that you don't participate in the corruption. Часто встречаются профессии, когда в целом можно в них принимать участие, но из-за того, насколько сильно моральное разложение коснулось этих профессий, очень много моментов нужно обходить стороной, и нужно быть очень мудрыми в таких профессиях. But it really is very important to remember that when God created human beings, He gave them the capacity to work in the garden. Но важно помнить, что когда Господь создал человека, Он дал ему возможность работать в его саду. Whether we are digging ditches, Копаем ли мы траншеи, or building motor cars in a factory, или, может быть, собираем машины на заводе, or serving as doctors or architects, или работаем врачом или архитектором, or barbers, или даже парикмахером, we are to do everything to the glory of God. мы должны делать все ради славы Божьей. So that our work, however mundane the world might look at that work is to be offered to Him as a living sacrifice. Чтобы наша работа, пусть даже мир иногда думает, что наша работа скучная и неважная, чтобы наша работа возносилась Ему как жертва живая. In other words, you must never think that Christians at work are not doing anything important until they share their testimony. Вы не должны думать, что когда христиане работают, они делают что-то неважное, когда они не благовествуют. It is important to share your testimony. Очень важно благовествовать. But it is also important to be honest workers who display the glory of God by offering up our work to Him. Но также важно быть честными работниками, которые проявляют славу Божью, работая во славу Бога. The irony is that when you do that, gradually you often get a reputation for integrity and industry and fairness in the workplace. Очень интересно, что по мере того, как вы будете это делать, со временем у вас возникнет репутация как человека верного и трудолюбивого на работе. I know many atheistic employers who like to have Christian workers. Я знаю много атеистов, которые любят принимать к себе христиан на работу. But I suspect that's already 70 or 80 seconds. Но я думаю, что я свое время уже исчерпал. Да. Нормально ли, если христианин стремится поклоняться Богу в делах разумом, старается любить ближних, но при этом не испытывает к Богу чувств? The most important thing is whether we glorify God, not how we feel about it. Самое важное, чтобы мы прославляли Бога, а не что мы чувствуем об этом. The more you work at something faithfully, the more you are likely to feel something about it. Чем больше ты с верностью трудишься над чем-то, тем больше вероятность, что ты будешь чувствовать какие-то эмоции. But the crucial thing is the loyalty and faithfulness to God, not how emotional you are about it. Но самое главное – это ваша верность Богу, а не что вы чувствуете по этому поводу. Такой вопрос, он немного плоховатый. Как привести девушку в церковь и стоит ли вообще это делать? Я скажу так, что, брат дорогой, тут только прекрасных сестер, ты должен познакомиться с одной из них и никого не приводить ради того, чтобы жениться. Но вот чтобы благовествовать, это нормально. А теперь послушаем брата Дона. His question is almost 60 seconds right there. Вопрос уже 60 секунд занял. I know. So the question is it okay to bring a girlfriend to church? Да, и стоит ли это вообще делать? And should I do that? I mean, he just want to marry her, I guess. Yeah, for marriage. Well, I would say that's a loaded question. Я бы сказал, что это очень сложный вопрос.
If it is a girl who is a friend and you want to evangelize her, of course bring her to church. Если это просто ваша знакомая девушка, и вы хотите ей засвидетельствовать, то, конечно, приводите. On the other hand, if you are courting a young woman who is not yet a Christian, but you are really planning to marry her regardless of whether she becomes a Christian, Но если вы ухаживаете за девушкой, которая не христианин, и вы собираетесь на ней жениться, независимо от того, станет она христианином или нет, you are playing with fire. то вы играете с огнем. It's easy to pretend that you are doing something honorable before God when actually you're merely trying to baptize your disobedience. Очень просто делать вид, что вы пытаетесь сделать что-то, что славит Бога, когда на самом деле вы пытаетесь просто, так сказать, крестить свое непослушание Богу. Matters of the heart are very slippery. Сердечные дела очень сложная тема. Be careful. Будьте осторожны. Be wise. Будьте мудры. If you are interested in a young woman, or the other way around, a young man, Если вам интересна какая-то девушка или может быть парень, там наоборот, and that person is not a Christian, и девушка или парень не христианин, make sure that if you see them, it's in the context of a group where there's a Bible study or where there's activity going on rather than all alone somewhere. удостоверьтесь, что вы встречаетесь с этим человеком в компании, возможно, какие-то изучения Библии, никогда не наедине. And you'll find out very quickly where the true loyalties of your heart lie. И вы очень быстро узнаете, очень скоро узнаете, чему именно принадлежит ваше сердце. Ну вот догонку к этому вопросу люди спрашивают, почему выбрали свою женой именно вот эту женщину, ведь она была неверующая тогда. Так люди услышали разговора. How do you choose your wife? Because yesterday you told us she was an unbeliever. I didn't choose my wife when she was an unbeliever. Я выбрал себе жену не когда она была еще неверующей. I was doing a lot of evangelism in Cambridge at the time. В то время в Кембридже я очень много благовествовал. She became a Christian a few months after the story that I told last night. Она стала христианином через несколько месяцев после того, как происходили события, про которые я вчера рассказывал. We hadn't done any dating at that time. Мы до того момента вообще не встречались. I wasn't evangelizing her because I wanted to marry her. Я ей благовествовал не потому, что хотел на ней жениться. In fact, when my wife tells the story of her conversion, На самом деле, когда жена рассказывает о своем обращении к Господу, she says, Don at the time was interested in my soul. He wasn't interested in my body. она говорит, что Дону в тот момент очень нравилась моя душа, но не мое тело. What can I say? I really was not trying to evangelize her in order to court her. На самом деле, я действительно не собирался благовествовать ей, чтобы ухаживать за ней. That started later. Это позже началось у меня. Спасибо. Ну, теперь мы хотим, чтобы Дон Карсон приехал со своей супругой сюда. And we want your wife to come. Вот такой вопрос. Вот текст, который мы слушаем проповеди. Кто хочет душу свою сберечь, то потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, то сбережет ее. Я просто такой, почему большинство христиан всех возрастов понимают этот текст, но так не живут? Не означает ли это, что они мертвы духовно и, значит, не спасены? We read this text when it says, who wants to say That's a text that is coming up in the sermon in a few minutes, so wait and see. Этот текст я буду объяснять сейчас в проповеди через несколько минут, поэтому подождите немножко. Вопрос такой от сестер. Почему женщинам запрещено проповедовать с кафедры? Видите, актуальный вопрос, я слышу. And he wants me to answer it in 60 seconds? И он хочет, чтобы я ответил за 60 секунд. He thinks the age of miracles is not done. Он думает, что век чудес еще не прошел. Oh, that's really an important question. Это очень важный вопрос. And if the reason for such a decision is merely traditionalism, Если вы не практикуете такого только потому, что у вас традиция такая, it is mistaken то вы ошибаетесь. and should be rejected. И от этого нужно отойти. But if the reason for such a decision is grounded in careful study of several passages in the New Testament,
Но если ваше решение, то, что не допускать женщин к проповеди, основывается на внимательном изучении нескольких стихов Нового Завета, then it may be a mark of biblical faithfulness simply to run against the progressive culture of our day and try to bow to the lordship of Jesus. тогда ваша верность будет в том, чтобы противоречить современной культуре, куда она движется, и просто преклониться перед Господом Иисусом. To argue convincingly one way or the other on this subject, чтобы убедительно доказать ту или иную позицию в этом вопросе, I would need to take you through half a dozen biblical passages and spend 20 minutes on each one of them. мне придется где-то текстов 5 с вами изучить и каждые 20 минут. It won't surprise me at all if Pastor Bakhmutsky will one day run through such a series. You never know. Я не удивлюсь, если когда-нибудь пастор Бахмутский проведет такую серию проповедей. But even if you come out to the conclusion that there is a distinction between men and women so far as their roles go in the church, Но даже если вы придете к выводу, что есть разница в роли женщины и мужчины в церкви, which I take it to be the case, с чем я абсолютно согласен, nevertheless, I think it is ugly and wrong for men to go through ministry with no more message for women than, no, 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 you can't do that. я думаю, что это неправильно, ужасно, когда все, что могут мужчины сказать женщинам, которые хотят проповедовать, просто нет, 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 нельзя. We should be encouraging one another in all the things we can do, should do, must do, ought to do. Мы должны всегда поддерживать и помогать друг другу делать все, что мы можем. And to find ways of helping women serve, perhaps in leading Bible studies, writing curriculum, evangelistic Bible studies, many, many things that are a little different from the church-recognized teaching authority over men. И мы должны всегда стараться помогать женщинам служить как-то иначе, возможно, вести изучение Библии или как-то еще служить, но не проповедовать с кафедры. Let me say one word. Здесь, может быть, такое слово сказал, что, но не проявлять духовную власть над мужчинами, то есть вести там группу изучения для женщин, например, и так далее. Go ahead. Just clarified. Okay. Clarified. The translation. Right. There is one further detail I will say within my 60 seconds, nicely exaggerated. Я еще хотел бы кое-что указать в свои 60 секунд. In my view, the issue is not just a question of women. Мне кажется, что вопрос не только женщин здесь касается. It's a question of men and families. Он касается мужчин и семей. You see, sometimes when Christians talk about women's roles in the church, Иногда, когда христиане говорят о роли женщины в церкви, they don't simultaneously talk about men's roles in the church. они не в то же время говорят о роли мужчин в For церкви. example, Например, Ephesians 5 instructs husbands, husbands, love your wives as Christ loved the church. в Ефесянах 5 говорится, что мужья должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь. That's a spectacularly high standard. Это потрясающе, удивительно высокий стандарт. That means a husband must love his wife sacrificially and for her good, because that's the way Christ loved the church, sacrificially and for her good. Это значит, что муж должен любить свою жену жертвенно и ради ее блага, потому что так именно Христос полюбил свою церковь. And in my experience, when men love their wives like that, И согласно моему опыту, когда действительно мужчины любят так своих жен, it's a lot easier for the wives to submit to their husbands. женам очень просто подчиняться своим мужьям. Now, both are obligated to do what they're supposed to do regardless of what the other one does. Нет, конечно, оба должны все равно делать то, что они должны делать, независимо от того, что второй человек делает. But it bothers me when you have a church with a lot of men who are doing nothing, Но меня напрягает, когда в церкви есть много мужчин, которые ничего не делают, and a lot of women who want to do something who are merely being told no. и много женщин, которые хотят что-то сделать, но им просто говорят «нет». Sometimes the problem is that there aren't enough men who are stepping up to the plate to pull their own weight. Очень часто проблема в том, что мужчины просто не трудятся сами. But of course, I'm sure you have none of those problems at Russian Bible Church. Но я уверен, что в русской библейской церкви таких проблем нету. Да, я просто молчу. Спасибо за такую шутку хорошую. Был ли у Христа выбор, идти на крест или нет?
прямо перед предательством, которое совершил Иуда. The question in theological terms concerns what is called the impeccability of Christ. Этот вопрос, что называется в богословии, касается непогрешимости. Словом. Может ли Христос согрешить? In other words, could Christ have fallen into sin? Мог ли Христос впасть в грех? The question as it is put, and it has been debated in every century since Christ, Этот вопрос жарко обсуждается в каждом веке со времен Иисуса. is often phrased like this. И вопрос часто задается именно так. If Christ could not have fallen, Если Христос не мог согрешить, if he could not have disobeyed, если Он не мог ослушаться Отца, then how was he in any sense truly tempted? то как Он вообще мог быть искушаем тогда? On the other hand, Но с другой стороны, if Christ could have fallen, если Христос мог пасть и согрешить, then are we really arguing that it was possible for God's entire plan of redemption to come crashing to the ground? действительно мы считаем, что возможно, что весь Божий план спасения мог быть нарушен. All the predictions about his death, Все предсказания о том, что Он умрет, all the plans of God to make Jesus both king and priest, все намерение Бога сделать Иисуса и царем, и Мессией, all come crashing to the ground, and God is proved to be a liar because Jesus refuses to go to the cross. все терпят крах, и Бог оказывается лжецом, потому что Христос отказывается идти на крест. That is simply unthinkable, Это вообще невозможно даже представить себе. which is why most Christians affirm the impeccability of Christ. Поэтому большинство христиан подтверждают, что учение о том, что Христос непогрешим, истина. That is, they believe Christ could not have fallen. Они верят, что Христос не мог согрешить. But then it's important to try to think through how we should understand his temptation. Но при этом нужно задуматься, как мы понимаем Его искушение. Let me take the time to mention two things. Позвольте мне время, чтобы я две вещи упомянул. Number one, Во-первых, which person is tempted more? кто искушается больше? The person who is tempted and then withstands it, Тот человек, который искушается, но превозмогает искушение, and then is tempted and withstands it, потом снова превозмогает искушение, and is tempted and withstands it, потом снова искушается, превозмогает, and then is tempted and falls. потом снова искушается и падает. Or Или the person who is tempted and withstands it, человек, который искушается, is превозмогает, tempted and withstands it, искушается, is превозмогает, tempted and withstands it, искушается, is tempted and withstands превозмогает, it, искушается, is tempted and превозмогает, withstands it, искушается, and превозмогает never falls. и никогда не падает. Which one has been more terribly tempted? Который из них был более искушаем? Well, you can at least make a case for the second, can't you? Ну, мне кажется, что можно скорее про второго сказать, что он больше искушаем был. Which is precisely where Christ goes. He is tempted, yet without sin. Христос был искушаем, но без греха. But the most fundamental issue behind the doctrine of the impeccability of Christ Но главный вопрос за этим учением о непогрешимости Христа, is how we can think in a biblically faithful way как мы можем в соответствующей Библии думать об этом, about God's sovereignty and human responsibility. думать о том, как взаимодействует Божья суверенность и ответственность нас как людей. That's hard enough to think about when we're just talking about us. В этом сложно думать, когда мы говорим просто о себе. It's even harder to think about it when you have one person who is the God-man. И еще сложнее об этом думать, когда мы говорим с вами о Бога-человеке. May I take another minute on this one? Можно мне еще минутку? There are many passages like Acts chapter 4, verses 27 and 28. Есть многие тексты, как Деяния, глава 4, стихи 27-28. In Acts 4:27, В 4 главе Деяния 27 стих we're told that Pilate and Herod and the rulers of the Jews
conspired against Jesus, and that's why Jesus was crucified. Нам говорится, что Понтий Пилат, Ирод и язычники, и народ израильский все собрались, чтобы убить Иисуса. Verse 28 says that they did whatever God's hand had determined beforehand should be done. В 28 стихе говорится, что они собрались сделать то, чему предопределила рука Божья. Now, if you believe only verse 27 Если верить только в 27 стих and not verse 28, и не верить 28 стиху, then when you ask the question, why did Jesus die? тогда, когда вы задаете вопрос, почему Христос умер, You will have to answer, because of a two-bit conspiracy in a small country at the eastern end of the Mediterranean. вам придется ответить, потому что против него был заговор в маленькой стране на Ближнем Востоке. It was a corrupt conspiracy by some petty officials. Просто маленький заговор какими-то злыми людьми. That's why Jesus died. Поэтому он умер. But suppose you believe verse 28 and you don't believe verse 27. Но, допустим, вы верите в 28 стих, но не верите в 27 стиху. Now you recognize that everything that Herod and Pontius Pilate and the rulers of the Jews did was ordained by God. Тогда вы представляете, что все, что Ирод и Понтий Пилат и язычники, народ израильский сделал, было направлено Богом. So why did Jesus die? Тогда почему Иисус умер? Well, he died because it was the plan of God. Потому что Бог так решил. God had arranged all of these events to provide a sacrifice for sin. Бог устроил все это, чтобы была жертва за грех. The problem is, if you don't simultaneously believe in verse 27, Проблема в том, что если вы в то же время не верите 27 стиху, then this appeal to the sovereignty of God reduces to mere fatalism. тогда вся эта суверенность Божья на самом деле оказывается просто фатализмом. It's hard to blame Pilate or Herod or the rulers of the Jews if God just ordains it and it's nothing to do with them. They're just robots, pieces of machinery. Если Бог все направляет, Бог все устраивает, они просто роботы такие, марионетки, то их вообще невозможно в чем-либо винить. If you have a mechanical view of the sovereignty of God, Если смотреть на суверенность Бога механически, then human beings are merely machines, то люди просто марионетки. and you cannot speak of guilt or sin. И нельзя говорить ни о грехе, ни о ответственности нашей. In which case, we don't need a redeemer to save us from our sin. Тогда нам не нужен Спаситель, чтобы спасти нас от наших грехов. In other words, if you believe only verse 27 or only verse 28, you destroy the gospel. Если верить только в 27 стих или только в 28 стих, Евангелие уничтожено. In fact, verses 27 and 28 demonstrate that two deep spiritual truths always operate in the Bible. Стихи 27 и 28 показывают, что две глубокие духовные истины всегда в Библии есть. Number one, Во-первых, God is absolutely sovereign, but his sovereignty never functions to mitigate human responsibility. Бог всегда абсолютно суверенен, но при этом человек всегда ответственен. Number two, Во-вторых, human beings are morally responsible creatures. люди морально ответственные существа. That is, they choose, Это значит, что они делают свой выбор. they believe and they disbelieve, Они верят или не верят, they obey and they disobey. слушаются и ослушиваются. And all of these choices they are morally accountable for them. И за все эти выборы они несут ответственность. But human moral accountability never makes God absolutely contingent. Но моральная ответственность людей никогда не делает Бога зависимым от нас. Now, there are many, many passages in the Bible that teach both of those principles all the time. Очень много стихов в Библии, которые одновременно оба эти принципа. I've merely given one of them, утверждают. namely Acts 4:27-28. Я просто взял один из них. But if you believe both of those principles, and you must to be faithful to Scripture, Если вы верите одновременно в эти две истины, вы должны это делать, если вы хотите быть верными Писанию. there are still some important theological questions to ask about how they work. Достаточно много важных богословских вопросов, которые нужно задать о том, как они взаимодействуют. Give me another 3 or 4 hours, and I'll suggest some ways. 3-4 часа еще мне дайте, и я все объясню. But never doubt the truth of both of those principles simultaneously. Никогда не сомневайтесь в том, что оба эти принципа одновременно истинны. Never use one to mitigate the other. Никогда не используйте один и вместо второго. So far as the impeccability of Christ goes, then,
Поэтому, что касается непогрешимости Христа, God's sovereignty ensures that his plan of salvation will come to pass. Божья суверенность гарантирует, что Его план спасти нас будет исполнен. He is sovereign. Он суверенен. And human responsibility guarantees that Jesus was genuinely tempted. И наша человеческая ответственность гарантирует, что Иисус по-настоящему был искушаем. Which is as far as I can go in 60 seconds. И это мои 60 секунд. Я думаю, что мы, наверное, захватим Дона Карсона, и он, чтобы с нами пожил, наверное, полгодика, и на видео бы нам все ответил. Друзья, время наше вышло, но здорово, что можно задавать вопросы еще нашим пасторам, общаться вместе. И что? 2 вопроса еще мне говорят? Ну, Влад, я покоряюсь ведущему конференции. Ну, такой вопрос тогда. Дон Карсон, повезло, слава Богу. Как Бог будет судить людей, которые не знали о Христе? Если кто-то из них может спастись, зачем тогда нам рассказывать о Христе? Men and women are lost not primarily because they have heard and rejected the gospel. Люди умирают в своих грехах не потому, что они услышали Евангелие и отреклись от него. They are lost primarily because they are sinners. В первую очередь, они умирают в своих грехах, потому что они грешники. The first chapters of Romans seem to argue В первых главах послания к римлянам говорится, that if you stand with the Jews and have already received the law, что если вы среди иудеев и уже приняли закон, so that you have all of these advantages, you still don't live up to the law. у вас есть все эти привилегии людей, которые получили закон, вы все равно закон не исполняете. Alternatively, if you've never received the law of God, Или другая альтернатива, вы никогда не слышали закон Божий. so that your moral discernment principle is never more than here in terms of what was available to you, Вы никогда не знаете больше того, что вы сами по себе знаете про мораль. you still only live only up to here. Вы I mean, if you have the standard of law and you fall short, and then you have the standard that you receive from general revelation, which may be a lower standard, and you still don't come up to it. то даже вот это понимание о морали, которое не из Божьего закона происходит, а из нас самих, вы даже его не исполняете. You can put this another way. Иначе можно сказать. In Matthew chapter 11, verses 20 to 26, В 11 главе к Матфея, в стихи 20-26, Jesus says that it will be worse on the day of judgment Иисус говорит, что будет гораздо хуже для тех в день суда. for cities like Bethsaida and Capernaum, Для городов Вифсаида и Капернаум, cities which heard Jesus preach которые слышали проповедь Иисуса and which saw him do his miracles, и видели его чудеса, yet they rejected Jesus. при этом отреклись от Иисуса. It will be worse for them than for Sodom and Gomorrah. Для них будет хуже, чем для Содома и Гоморры. That doesn't mean that Sodom and Gomorrah get off, Не значит, что Содом и Гоморра при этом будут помилованы, but it means that on the last day there will be gradations of judgment. но это значит, что в день суда будут по-разному осуждены разные народы. Because God knows not only what we have done, Потому что Бог знает не только, что мы сделали, but even what we would have done under different circumstances. но что бы мы и сделали бы, если бы были в других условиях. That's what he says. If the miracles that had been performed in Capernaum had been done in Sidon, in Sodom, it wouldn't have been destroyed, but would have continued to this day. Если бы чудеса, которые я совершил в Капернауме, были совершены в Содоме, город не был бы уничтожен. So, now you are in a church where there is a lot of emphasis on biblical teaching and a good understanding of the gospel. Вы сейчас в церкви, в которой большое внимание уделяется Библии, и очень в центре всего ставится Евангелие. That is an immense privilege. Это огромная привилегия. But it is also, am I allowed to say this, a danger? Но это при этом, если мне можно так выразиться, опасность большая. Because if you are exposed to all this gospel teaching and preaching and you reject it, Если вы слушаете
Евангелие, все это здравое учение, и при этом отрицаете его, it will be worse for you on the day of judgment than for somebody living in Vladivostok who is a long way away from a good church and who has never been exposed to the gospel systematically presented. то для вас в день суда будет гораздо хуже, чем для кого-то, кто живет где-то в Владивостоке и никогда не был в хорошей здравой церкви и не слышал того здравого учения. That doesn't mean that there is no judgment for them. Это не значит, что они не будут суждены. It means that on the last day, when God declares his justice, justice will not only be done, but will be seen to be done. Это значит, что когда Бог будет судить, то его суд будет видимым. And God will take into account all of the background knowledge that people do or do not have. И Бог будет учитывать все знания, которые люди имеют или не имеют. Последний вопрос, который у нас еще остался. Такой достаточно традиционный в нашей среде вопрос. Что я могу сделать, чтобы не получить рождение свыше? Believe in the Lord Jesus Christ and be saved. Верьте во имя Господа Иисуса Христа и спаситесь. Now, it's easy to give a straightforward answer like this, Очень легко дать такой прямой ответ, but it can be teased out just a bit more. но его можно немного распространить. To be born again presupposes that what we need is a new nature from God by His Spirit. Возрождение подразумевает, что нам нужно, это новая природа, которую Бог дает нам через своего Духа. That gift was purchased by Christ on the cross. Этот дар был куплен Иисусом Христом на кресте. You can't earn it. Его невозможно заслужить. You can't win it. Невозможно сделать что-то, чтобы You получить его. can't fight for it. Даже завоевать его нельзя. It comes to those who repent of their sin and trust Christ, who alone gives His Spirit to transform us by this new birth. Он дается только тем, кто кается в своих грехах и доверяется Иисусу Христу, который дает своего Духа, чтобы изменить нас. That marks the beginning of genuine Christian life Это означает начало искренней, настоящей христианской and жизни. is consummated in resurrection existence in the new heaven and the new earth. И в итоге приведет к жизни вечной после воскресения на новом небе и новой земле. If this question is one that you asked, Если это тот вопрос, который вы задали, even where you sit, where you are right now, если вы, даже там, где вы сейчас сидите здесь, you can lift your heart to God and pray quietly вознесите свое сердце к Господу и помолитесь тихонько. and say, God, be merciful to me, a sinner. И скажите: Господи, помилуй меня, грешника. Lord, I believe, help my unbelief. Господи, я верю, помоги неверию моему. Then talk to one of the pastors here Потом поговорите с кем-то из пасторов здесь. and make sure that your understanding of what the gospel is grounded in what God has disclosed of Himself in Holy Scripture. И убедитесь, что ваше понимание Евангелия основывается на том, что Господь раскрыл в Святом Евангелии.